Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам старых масштабных моделей из моей коллекции, и сегодня я хочу вам показать очень красивый спортивный автомобиль. Mercedes-Benz 190 SL в масштабе 1:43 от производителя Mini Champs. Довольно старая масштабная копия, уже снятая с производства, хотя при желании ее все еще можно найти в открытой продаже. Если посмотреть на Mercedes в 43-м масштабе, то их огромное количество. Практически каждый крупный производитель хоть раз в своей жизни выпускал один Mercedes. И у меня в коллекции тоже этих машин немало, и если суммарно взять всю мою коллекцию, разделить ее по маркам автомобилей, то Мерседесов будет больше всего. Но это не удивительно. Во-первых, я большой поклонник этой марки, а во-вторых, Мерседесы не только в виде легковушек, есть и джипы, автобусы, грузовики, сельхозтехника, специализированная техника и так далее. И если посмотреть на модификацию 190 SL, то Mini Champs был не первый, кто предложил эту модель в 43-м масштабе. Из ранних моделей я могу отметить такого производителя, как Динки. Также была модель у итальянского бренда Rio, у которой открывались дверцы. И у меня модель от Rio с поднятым мягким верхом, и она окрашена в точно такой же цвет слоновой кости, как и модель от Mini Champs. Были недорогие модели у производителя Honeywell Carrarama. Они, конечно, уступали некоторым премиальным брендам в плане детализации, но у продукции Carrarama открывались дверцы и в некоторых случаях поворачивались передние колеса. И уже неоднократно говорил, на мой взгляд, у Carrarama одно из лучших соотношений цена-качество. Это очень добротные модели, которые продавались практически во всех крупных супермаркетах, и эти модели считались игрушками, но по уровню своей проработки они порой превосходили даже настоящие коллекционные изделия. Также была модель у Шуко, и в 90-х годах предлагался вариант от французской компании Solido. И чуть позже вышла модель в коробочках White Box, и на форме модели от White Box также выпускали изделия для различных европейских журнальных серий. И несмотря на то, что у Mini Champs не самая удачная модель в плане проработки, здесь очень много упрощений, эта машина лучше всех передает образ настоящего прототипа. И на сегодняшний день лучше такого Мерседеса никто и не выпустил. Хотя можно отметить один современный бренд, Avenue 43, у них тоже представлен Mercedes-Benz 190 SL, правда не в обычном варианте, а уже кастомизированный автомобиль, и эта модель тоже есть в моей коллекции. Я вам для сравнения приготовил еще несколько Мерседесов, конечно, не такой же модификации, а один Мерседес из журнальной серии, второй от Carrarama, и третья машина — это советский ремейк. Она у меня не в самом лучшем виде, я ее как-то давно реставрировал, но покрасил не очень удачно, но тем не менее эта модель осталась как частичка истории. И давайте распакуем коробочку и посмотрим на этот родстер поближе. И коробочка выполнена уже в новом оформлении. Самые ранние модели от Mini Champs были с коробкой серого цвета. И эта модель, если мне не изменяет память, поступила в продажу в начале 2001 года. И у Mini Champs было несколько вариантов окраски такого автомобиля. И также предлагались варианты с поднятым мягким верхом. И некоторые модели продавались в дилерской упаковке. И если посмотреть на нижнюю сторону, здесь написана информация также о производителе, о том, что эта модель не предназначена для детей. Естественно, изделие изготовлено в Китае. И свою модель я покупал в одном немецком магазине, и здесь сохранилась наклеечка с ценой. И на то время эта модель стоила 59,5 Deutschmark. И по курсу это примерно 25 евро. Возможно, я ошибаюсь, уже давно было. Также наклеечка с артикулом, по которому можно найти модель в интернете. Указан прототип Mercedes-Benz 190 SL, кабриолет, годы выпуска настоящего автомобиля 55 по 62 и цвет слоновой кости. И у меня
Мерседесы преимущественно в серебристом цвете, не знаю почему, как-то всегда попадались эти модели, но вот этот вариант в цвете слоновой кости мне очень визуально нравится, и если бы была возможность выбрать серебристый или такой автомобиль, я бы, скорее всего, выбрал в таком варианте. И как раз вы можете наглядно посмотреть на все упрощения. Дверные ручки отлиты с корпусом автомобиля, просто обозначены серебристой краской, как и декоративные молдинги на крыльях и пороги. И, конечно, эти детали лучше было бы сделать в хроме, потому что они контрастируют на фоне хромированных колпаков на колесных дисках и бамперах. И, к сожалению, у меня на этой модели есть очень некрасивое пятно клея на правой двери. И когда я покупал эту модель, не вынимал ее из коробки и просто упустил этот момент, а уже обнаружил, когда модель принес домой. Также окрашен салон, сиденья черные, панель приборов окрашена в цвет корпуса автомобиля, рулевое колесо белого цвета и руль сделан довольно грубо. Очень толстый пластик, но на то время лучшей технологии попросту не существовало. И декали имитируют различные приборы. Присутствует салонное зеркало заднего вида, также небольшое хромированное зеркало с водительской стороны, пластиковые дворники, вполне хорошая светотехника, хотя если присмотреться, то проглядываются черные точки, как на журнальных моделях, и у этого автомобиля поворотнички просто обозначены краской. Сама деталь в хроме, и поверх нанесли оранжевый лак, тоже как наподобие в журнальных сериях. Присутствует небольшой значок на крышке капота, и с декалями у моделей от Mini-Champs нужно быть очень аккуратным, потому что они со временем могут сворачиваться в трубочку, отлетать, и протирал пару своих Мерседесов, и уже потом обнаружил, что случайно смахнул маскоты на капотах. Вполне хорошо выглядят колпаки, также присутствует хромированный значок Mercedes. Покрышки здесь без боковой маркировки, но тем не менее имеют хороший выраженный протектор. Задняя часть тоже сделана очень просто. Фонари — это хромированные детали, поверх обозначенные красным и оранжевым лаком. Присутствует горловина топливного бака, также выхлопная труба, и здесь можно просверлить отверстие, чтобы она смотрелась более реалистично. И вместо номерных знаков здесь обычные серебристые таблички. И на крышке багажника значок и надпись 190 SL нанесена методом тампа-печати. И я могу открутить эту модель от подставки и показать вам, как была проработана нижняя часть у ранних моделей от Mini-Champs, потому что многие люди, которые начали собирать эти модели уже с 2010 года, не представляют, как автомобили выглядели раньше. И очень примитивная проработка, наподобие как на смоляных масштабных копиях, но довольно красивый логотип Mini-Champs. Вот такой автомобильчик. И давайте для сравнения я вам покажу другие масштабные копии. И начнем мы с обзора журнального варианта. И уже неоднократно говорил, вот именно поэтому журнальная серия в начале своего пути на территории Российской Федерации заинтересовала многих собирателей, потому что по уровню проработки она не сильно уступала более ранним премиальным моделям, стоила намного дешевле, была более доступна и был огромный выбор различных автомобилей, и вы могли собрать приличную серию, как, например, Мерседесов, так и советского транспорта и так далее. И эта модель тоже вполне хорошо покрашена. У меня в коллекции не так много журнальных Мерседесов, поэтому особо нечего показывать. Но, например, могу показать, как сделана нижняя часть у этого автомобиля. Она тоже довольно проста, но лучше, чем у варианта Mini-Champs. И давайте я вам покажу одну из моих любимых моделей от Carrarama. Это Mercedes-Benz 300 SL Galving. Отличная масштабная копия. Она стоила в 7 раз дешевле, чем вариант от Mini-Champs, но у нее открываются дверцы. Прекрасно проработан салон.
Качество хрома тоже лучше, чем у Mini-Champs, и у этого автомобильчика поворачиваются передние колесики, правда, они поворачиваются довольно туго, и лучше проработана нижняя часть. Отдельная выхлопная труба, также часть двигателя окрасили серебристой краской. Ну, другие решения точно такие же. Задние фонари в хроме просто поверх нарисовали оранжевым и красным лаком, и значок нанесен методом тампопечати. И также за задними сиденьями присутствует небольшой чемодан. Эти модели отлично смотрятся рядышком, стоя на полке. И покажу вам последний Mercedes, советский ремейк. Эта модель изначально была серого цвета, и она многократно перекрашивалась. Одно время была черной, второй раз ее покрасили в красный цвет, и третий вариант уже был золотистый. Но когда стал покрывать автомобиль лаком, то, к сожалению, он потрескался из-за того, что была низкая температура. Тоже, скажем так, нарушил технологию покраски и уже оставил модель в таком виде. Перекрашивать пока что ее не планирую. Здесь отсутствует плашка двигателя, а остальные детали на месте. Вот такой Mercedes от Mini-Champs, который я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о данной масштабной копии, также о продукции этого бренда. Нравятся ли вам старые модели от Mini-Champs, или вы предпочтете более современное переиздание в коробочке Maxi-Champs. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!